Приветствую вас, и с вами Яра. Сегодня я в необычном наряде, потому что мы будем готовить стейк. Стейк – это, пожалуй, самое любимое блюдо большинства мужчин. Я думаю, стейк расценивается во многих семьях как праздничное ресторанное блюдо. Как часто мы ходим за стейком в ресторан? А сегодня мне подумалось, а зачем? Давайте вместе его приготовим по-ресторански. Итак, что нам потребуется? У меня сегодня есть один свежий стейк. Это вырезка, или иначе говоря, тендерлойн по-английски, да, вырезка по-русски. Этот кусочек я выложила заранее из холодильника где-то за час, но достаточно и 30 минут. Это делается для того, чтобы мясо стало комнатной температуры и прожарилось равномерно. Также сегодня я буду использовать, конечно же, растительное масло. У меня сегодня оливковое. Смесь чеснок, тимьян, розмарин. Куда без них? Естественно, мое любимое сливочное масло. Соль и перец. Итак, все предельно просто и занимает буквально 8 минут. Я не шучу. Для начала нам стоит разогреть сковороду. У меня сегодня чугунная с толстым дном. Она уже разогрелась и готова принять наш стейк. Наливаю немного растительного масла. Хочу сказать, что стейк мы не будем солить с двух сторон, потому что когда стейк мы солим с двух сторон, соль вытягивает влагу и стейк становится влажным. Напротив, я даже его сейчас промокну. Это позволит дать нам более румяную корочку. Масло у нас уже задымилось. Стейк я посолю с одной стороны. И мы начинаем. Кладу наше мясо на сковороду. Немножечко прижимаю его. И оставляю в покое. Теребить его и переворачивать не надо. Я единственное хочу убедиться, что оно плотно прилегает к сковороде. Время нам потребуется 3-4 минуты, чтобы у нас получилась степень обжарки medium rare или с кровью. Если вы любитель более сочного или свежего мяса или более сырого мяса, используйте 2 минуты для приготовления. Если вы любите medium прожарку, делайте это 5-6 минут. Сегодня я буду делать medium rare, потому что моя гостья любит мясо с кровью. Как только мы перевернем мясо, нам нужно будет сразу же добавить сливочное масло, тимьян и розмарин. Чесночок мне нужно будет раздавить. Я добавлю 2 чеснока на этого количества мяса. Хочу отделить розмарин. Такое количество нам потребуется. И пару веточек тимьяна. Тимьян, розмарин должны быть на вашей сковороде со стейком непременно. У нас прошло 2 минуты. Как ты себя чувствуешь, дорогой стейк? Сегодня я выбрала стейк вагю. Это означает, что вот здесь вы видите такие белые прожилки жира. Считается, что вырезка самое постное мясо, и поэтому в нем совершенно нет вкуса. Как ни странно, мясу вкус дает жир. Когда животное растет, в частности корова, все, что она ест, все витамины, все микроэлементы скапливаются в жире. Но и весь вкус ее мяса также скапливается в жире. Поэтому, когда вы выбираете филе миньон или вырезку совершенно без жира, к сожалению, вам не стоит ожидать такого яркого мясного вкуса. Сегодня, напротив, я хочу подчеркнуть вкус мяса, и для этих целей я выбрала вагю. Итак, я сейчас одним глазком посмотрю. Превосходно! Я думаю, что мы можем повернуть наше мяско. Посмотрите, какая красота! Добавляю масло, чесночело и травки. Трава сейчас будет трещать и ругаться.
Ой, не ругайтесь, не ругайтесь, не ругайтесь. Все замечательно. Посмотрите, какая красота. Видно вам сковородки? Аромат стоит неимоверный. Растворяю наше масло. Теперь перемешиваю все вкусы. И этим маслом поливаю стейк. Старайтесь не сильно приподнимать сковороду, чтобы температура не падала. Это мой грешок. Итак, для чего же мы поливаем стейк? Для того, чтобы мясо прогревалось с обеих сторон и чтобы верх у нас не подсох, чтобы оно оставалось сочным и вкусным. С этой стороны мы тоже будем жарить 3-4 минутки. Я думаю, что больше не стоит. Убедитесь, что температура у вас высокая. И опять же мы не трогаем мясо, мы даем ему полежать и подумать. Не надо его тормошить, передвигать, от этого оно быстрее не приготовится. Запах стоит невероятный. Травы в горячем масле отдали все свои ароматы. Чесночок тоже. И сейчас этими уженившимися ароматами я поливаю мяско. Со второй стороны я мясо не посолила, потому что я его посолю на доске вместе с перцем. Вообще не досолить мясо при жарке – это нормально. Многие шеф-повара вообще его не солят. А многие, интересно, кладут на сухую сковороду соль и кладут туда стейк. У нас сегодня стейк жирный, в принципе, мы могли бы и так сделать. Но я хотела убедиться, что все наши вкусы мяса, травы, чеснока растворятся в масле. Для этого нам, конечно же, нужно большое количество жира. Здесь поливаю тоже со всех сторон, чтобы оно у нас чувствовало любовь со всех сторон. Итак, наш стейк готов. Сейчас мы наше мяско выкладываем на доску отдохнуть. Я его переворачиваю стороной, которая была вниз, чтобы позволить сокам стекать теперь вниз. Для чего вообще мясу нужно отдохнуть? То, что мы сейчас и будем делать. Во время жарки мясо, как и любой протеин, коагулируется от тепловой обработки и сжимается. И, соответственно, соки все приливаются внутрь мяса. Все соки сосредотачиваются внутри. А поверхности и вся остальная территория мяса, весь остальной кусок мяса остаются сухими. И вот когда мы даем мясу отдохнуть, соки из внутренней части устремляются обратно по всему периметру мяса. Поэтому мясу нужно отдохнуть примерно такое же количество времени, как и приготовление. Но сегодня мы возьмем 5 минут, нам этого будет достаточно. Я все-таки хочу стейк подать горячим. И если ваше мясо толще, чем мое, если оно на кости или это большой кусок, во время отдыха постарайтесь его перевернуть, чтобы соки не сливались только вниз, а чтобы они ходили вверх и вниз, оставляя всю часть мяса влажной. Итак, наш стейк отдохнул, и я сейчас его порежу. Я его буду резать немножко под углом. Замечательный цвет. И режется он как масло. А запахи стоят невероятные. Сервировка блюда не менее важна, чем качество приготовления самого блюда. Я уделяю этому огромное внимание. Сюда я добавлю нашу зелень. Сюда я добавлю чесночок. К этому стейку мне хочется добавить мой любимый соус демиглас. Я его наливаю на край, так, чтобы он растекся небольшой блестящей лужицей впереди. И для декора использую шнит, как маленькие зеленые снежинки украсит наш стейк. Итак, наш стейк готов. Финальным штрихом будет небольшое количество соли и черного перца. Свежемолотый черный перец – друг любого стейка. А я, наверное, не удержусь и попробую маленький кусочек. Без навкуса, настолько сочным. Это невероятно вкусно. Очень мясной, яркий, насыщенный вкус.
И вместе с тем оно тает во рту. Я думаю, получилось великолепно. Пожалуйста, готовьте вместе со мной. Радуйтесь сами и радуйте своих любимых. А с вами была Яра. До новых встреч.